Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Дела идут хорошо, но неизвестно куда. Обычно меня просят сразу показать готовый результат. Смотрите, но что это будет, пока еще сама не знаю. Ваши догадки можете написать в комментариях. А это остатки былой роскоши. Думаю, вы все узнали эти обрезки тканей. Они мелькали и в других моих проектах. Еще для сегодняшней работы мне понадобятся куски клеевого флизелина. Сначала вырежем 4 квадрата 21 на 21 сантиметр. Потом закруглим один угол. Для удобства работы на этих четвертинках круга нарисуем вспомогательные линии, радиусы, и еще отчертим уголок. Шить начнем с края. Приложим к основе, клеевому флизелину, первую полоску, клинышек. Чтобы это действительно получился клинышек, можно проверить линейкой или просто согнуть основу и посмотреть. Подбираем следующую полоску. Она не должна быть очень длинной. Достаточно, если будет закрывать очерченную линию уголка на 1 сантиметр. Эту сиреневую полоску приколем булавочками и проложим строчку. При работе за швейной машинкой помните, что от качества шва будет зависеть качество всего изделия. Строчку делайте мелкую. Цвет ниток нейтральный серый. Закрепки делаем обязательно. Прошили одну деталь, нитки не обрываем, шьем следующую. Главное, следите за тем, чтобы все полоски у вас были клинышками. Лишнюю ткань можно сразу же отрезать, а можно сначала прошить, а потом отрезать лишнее. Отшитые кусочки разворачиваем, ткань расправляем, и можно по линейке сразу нарисовать клинышек, линию отреза. Так шьем и шьем, отшиваем сразу 4 заготовки. Невозможно угадать, какой именно кусочек ткани попадет под руку. Единственное, надо следить, чтобы на каждой четвертинке цвет полосок был примерно одинаковый. Ширина полосок может быть любой. Все зависит от ваших лоскутков. Когда зашили полностью все 4 заготовки, их надо тщательно проутюжить. Вы же помните, что в качестве основы мы использовали клеевой флизелин. Ткани проклеятся и укрепятся. Остается только подровнять края, отрезать лишнюю ткань. Получаются красивые яркие четвертинки. Центр сделаем красным. Им закроем оставшиеся пустые уголочки. А теперь разложим и соединим готовые четвертинки. Сначала вертикальным швом, потом по горизонтали. Заготовку тщательно проутюжим, швы расправим на 2 стороны. Естественно, все надо будет простегать. Ткань основы и утеплитель берем немного больше лоскутного верха. В качестве утеплителя я взяла хлопковый ватин, холстопрошивное полотно. Но мне показалось, что одного слоя мало, и добавила еще отдельные кусочки вторым слоем. Закрываем все лоскутным солнышком и тщательно скрепляем английскими булавками для квилтинга. Они очень острые, крепкие, изогнутой формы. Стежку сделаем самую простую
из центра заготовки просто прошьем прямой строчкой по спирали. Я считаю, что самое главное в лоскутных изделиях – это воздействие цвета. Смотрите на яркие полоски, и настроение улучшается. А еще ведь каждый лоскуток – это история. Какой-то кусочек, остаток кроя от детского платьишка, другой – от маминого халата. С третьим связаны воспоминания о постельном белье, которое сшили самостоятельно. Простеганную заготовку надо тщательно проутюжить, а потом подровнять и обрезать края. Получилась деталь диаметром 40 сантиметров. Она очень плотная и теплая, как и задумано. Что именно я буду с ней делать, покажу в следующих видео. А вы свои догадки пишите в комментариях. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте классы, пишите комментарии. Заходите почаще, всегда вам рада. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!